Я тут как бы выступаю в защиту мыслей, в защиту мысленного потока. Откуда вообще взялась эта идея, что нужно прекратить мысли? Все это существует, все это есть. Что нужно остановить мысленный поток. Есть мысли, потом их нет. Хочу поделиться своей мыслью о том, что мысль, остановить мысли, но она какая-то очень абсурдная и очень схожа с мыслью вообще уничтожить то, что нам не нравится, а то, что есть, то, что присутствует. Понимаете, о чем я? То есть, просто непринятие. А кто решает, чему быть, а чему не быть? То есть, почему бы не уничтожить саму эту мысль, которая говорит о том, чтобы прекратить мысленный поток, перестать мыслить. И знаете, что я подумал? Вот все, что существует, оно появляется и исчезает. И не спрашивают на это никакого разрешения у нас. То есть на это не требуется никакого позволения от нас. И мысли, которые тоже существуют, которые тоже появляются, которые тоже исчезают, они как живые существа. Поэтому идея, чтобы прекратить мысли, прекратить мысленный поток, она похожа идее убийства, что ли, какого-то уничтожения, прекращения, какой-то навязчивости, какой-то одержимости, что ли. Кто это решает? Они же сами просто появятся. И если вы к ним никак не привязываетесь, а ведь идея уничтожить мысли или остановить мысленный поток, это и есть, да та же самая привязанность, правильно? То есть своего рода зацикленность на этом. И получается, что ничего и не выйдет. Да и зачем? Какой вообще в этом смысл? Откуда вообще взялась эта идея, что нужно прекратить мысли, что нужно остановить мысленный поток, что это состояние какое-то особенное или... Это очень странно. Что-то здесь неправильное, ребята, есть. Вот такая мысль у меня. Может быть, она тоже неправильная, но я вот просто делюсь. Как-то засомневался я в этом, понимаете? Причем достаточно давно уже. Что нужно мысли свои останавливать. Только не нравится мне эта мысль. Они живые. Они живые существа. Как и все остальное, все, что происходит. Эти насекомые. Какие-то звуки, какие-то запахи. Все это существует. Все это есть. Есть мысли. Потом их нет. Потом приходят другие мысли. Они просто есть. Вот и все. Поэтому, ребята, давайте относиться ко всему ровно, спокойно, мирно. Ничего не пытаться уничтожить, остановить, прекратить. Во что бы то ни стало. Это какое-то насилие. Вот так. Что вы думаете по этому поводу, друзья? Я тут как бы выступаю в защиту мыслей,
в защиту мысленного потока. Вот просто остановитесь, посмотрите. Видите, сколько всего происходит? Послушайте. Слышите, сколько звуков? Ветер. Птицы. Иногда шум в деревьях от ветра становится громче и перекрывает все остальные звуки. Потом, когда он успокаивается, мы слышим пение птиц. Или мы слышим, как рыбка прыгнула в озере. Такой всплеск. И звук снова исчезает. А потом мы еще очень много видим. Даже вот этот тополиный пух. Или насекомые. Как деревья раскачиваются. Как листики шевелятся. Как рыба плывет. Птички летают. Как это можно все остановить? Ребята, вот как? Подумайте. Как это можно все взять и прекратить? Вот весь этот поток. Поток жизни, поток явлений, звуков, этих всех форм, которые мы воспринимаем. Так же, как и свои мысли, которые также появляются. Как ветер, например. Становятся громче, а потом стихают. Да, кстати, видите, рябь? Это от ветра. Но здесь нет никакой проблемы. Не надо ничего уничтожать. Не надо ничего прекращать. Да и мы тоже появляемся. Потом шумим, кряхтим, сопим, дышим. А потом исчезаем, как и все остальное. Все ровно, все одно. Нету ни главного, ни подчиненного. Ни сверху, ни снизу, ни слева, ни справа. Все одно. Просто слушайте. Просто смотрите. Просто дышите. И все. Больше ничего не требуется. Как говорит Садхгуру, не так ли? Так ли, так ли? Кстати, очень много подобных видео, только без моего комментария, где вы можете слушать, смотреть, присутствовать.
наблюдать на моем канале Zen About It. Zen About It. А вы что скажете? Давайте. С вами был Максим Степанов.